Здравы будьте! С вами снова Фантом. Мир меняется на наших глазах. И это хорошо, потому как остановка движения– это путь небытия. Движение– это единственный способ существования живого. Все эти годы я шел по своему пути. Те зрители, которые следят за моими исследованиями, знают, что скоро уже 10 лет я изучаю трансформаторы. За годы моих исследований накопилось немало информации. На многие вопросы были найдены ответы. И только на один вопрос ответ долго не приходил. Как именно работает обыкновенный трансформатор? Не стоит улыбаться. Чем глубже продвигались исследования, тем больше я осознавал пропасть между официальными знаниями из книг и тем, что удалось найти и понять. Однако наступает момент, когда количество переходит в качество. В нужное время легко и непринужденно возникают новые плодотворные контакты с весьма неординарными людьми. В результате разрозненные блоки знаний начинают плавно и органично соединяться в цельную картину. Остается только один вопрос. Почему в сутках всего 24 часа, когда сделать надо так много? И еще иногда жизнь напоминает, что нахождение в этом мире имеет свои временные границы. Из всего этого следует только один вывод. Пришло время сделать ряд шагов, чтобы передать полученные знания. Передать тем, кто готов их принять. Добро пожаловать в новую серию видео. По подаваемому материалу она будет существенно отличаться от предыдущих. Допускаю, что для понимания изложенного один и тот же ролик может потребоваться просмотреть несколько раз. Излагаемый материал поначалу может казаться несколько сложным. Это иллюзия. Таков механизм первичной реакции человеческого сознания на новое. При настойчивом желании разобраться, этот дискомфорт достаточно быстро проходит, оставив после себя удивительное чувство понимания. Попробуйте, думаю, вам понравится ощущение. Несмотря на обилие нового, особенно на начальном этапе, серия не будет сугубо теоретической. Постоянные зрители канала знают, что мне вроде бы неплохо удается планирование и проведение экспериментов. Так что эксперименты и результаты измерений, подтверждающие предлагаемые теоретические модели, обязательно будут. Прежде чем мы начнем, позвольте еще одно сообщение. Информация для роликов серии будет готовиться в соавторстве. С кем именно? Совсем скоро он расскажет вам об этом сам. От себя лишь добавлю, что отношусь к работам этого человека с большим уважением и рад возможности поработать с ним в совместном проекте. Предлагая им модель, удивительно органично вбирает в себя огромное количество полученных мной экспериментальных данных. Впрочем, это не означает, что предлагаемая вашему вниманию серия будет простой компиляцией данной модели. Это будет ее развитие. Итак, предоставляю слово человеку, которого многие из вас хорошо знают. На всякий случай, под данным видео будет ссылка на его YouTube канал. Здравствуйте. Пришел Новый год. В этом все-таки новом году просто выпал сектор приз. Один из продвинутых зрителей и, что ли, так сказать, можно сказать, даже пользователей вихревой динамики всей нашей говорит: Саша, а давай попробуем записать уточняющие видео с анимацией, различными дополнительными пояснениями, чтобы все-таки большее количество людей смогло понять и осознать, простоту нашего мира и, с другой стороны, его сложность из-за этой же самой простоты. И я в данном случае останусь как научный консультант за кадром. С вами поработает, можно сказать, что практически профессионал, который электричество трогал и руками, и хорошенько с ним взаимодействовал головой. Думаю, что у нас хорошо получится. Все остается только за вами. Минимальная работа логикой нужна. И желание развиваться, не прибегая к полностью старым, закостенелым уже стереотипам. Все у нас будет хорошо. Увидимся за кадром. Серия «Этот вихревой мир».
в соавторстве с Александром Мишиным. Движение. Насколько многозначно это понятие? Ученые называют движение способом существования материи. На удивление меткое определение. Задумайтесь, насколько оно глубоко. Ведь получается, что движение является основой, на которой базируется весь материальный мир. Если бы движение полностью прекратилось, то во Вселенной не осталось бы не то что форм жизни, но даже материальных тел. Однако у движения в природе есть одна особенность. Оно всегда циклическое. Прямолинейного движения в природе не существует. А любое циклическое движение характеризуется таким параметром, как частота. Это величина, обратное времени, затрачиваемой системой на завершение одного полного цикла движения. В результате любые природные процессы имеют свою частоту. Другой неотъемлемой чертой построения природных объектов является их фрактальность. Это когда целое имеет ту же форму, что одна или несколько составных частей. Фрактализация – это процесс копирования структуры и геометрии в разных масштабах. И великое множество объектов природы построено по фрактальному принципу. Сочетание двух вышеперечисленных параметров цикличности и фрактальности рождает вихрь. В итоге вихрь является основной формой движения в природе. Наше повествование мы начнем с определения стоячей волны. И это понятие занимает центральное положение в предлагаемой нами модели. Согласно ней, основу построения любого вещества на любых уровнях составляет совокупность стоячих волн. Однако, для того, чтобы получить представление, что такое стоячая волна, нам необходимо вспомнить сначала, что такое гармонические колебания и как происходит их суперпозиция в конкретной точке пространства. Итак, обычная поперечная волна, которой по науке описывается распространение электромагнитных колебаний в пространстве, описывается как гармоническое колебание точек среды по ходу ее движения. График синусоиды нам всем отлично знаком со школьной скамьи. Значит ли это, что все отлично понимают суть распространения электромагнитных волн? Не всегда так. Для простоты предположим, что в пространстве движется некая точка, но движется не прямолинейно, как пуля, а совершая периодические отклонения от линейной траектории. То есть наша точка участвует в двух одновременных движениях – линейно-поступательном и колебательном. Мы видим как бы замороженный след от движения нашей условной точки, формирующей волну в пространстве. Однако это одномерный взгляд на движение. Волна в плоскости будет выглядеть примерно вот так. Заметим, это только двумерное изображение. Отразить трехмерную картину будет достаточно проблематично, потому как нужно окружности фазовых фронтов обратить в сферы. Вот что мне удалось изобразить на эту тему. Вернемся к упрощенному изображению. Как мы видим, наша волна распространяется. Причем, если мы говорим об электромагнитных колебаниях, то распространяется весьма быстро, со скоростью света. Такая волна называется бегущей. Некоторые могут спросить, если говорят, что перемещается волна, то что именно перемещается? Важное замечание. Волна не перемещается, а распространяется. Различие между этими двумя терминами огромно. Перемещение подразумевает перенос чего-то с одного места в другое. Волна же не вызывает переноса частиц среды, в которой она распространяется. Перемещается устойчивое вихревое структурное образование в волновой среде. В качестве иллюстрации можно привести движение дымовых колец, формируемые курильщиками и вулканами. Важно понять, что в данном случае перемещается возмущение в среде, но не сама среда. А что же такое стоячая волна? Как волна вообще может остановиться? Давайте прочтем определение стоячей волны из учебников. Стоячая волна – явление интерференции двух волн одинаковой частоты, распространяющихся в противоположных направлениях, при котором перенос энергии отсутствует. Да, понятнее не стало.
Давайте попробуем разобраться. Итак, для формирования классической стоячей волны нам необходимо две сущности. Резонатор – это как минимум две отражающие волну поверхности, расположенные параллельно на строго определенном расстоянии друг от друга, кратном длине волны. Ну и, собственно, волна. Со стоячими волнами можно выполнить целый ряд весьма парадоксально смотрящихся опытов. Желающие могут сами сделать поиск по словам «стоячие волны» в длинной линии и увидеть эти опыты сами. Итак, стоячие волны пространства. Безусловно, я помню, как нас учили в школе, что то, что наука называет электромагнитными волнами, среды для распространения не требует. Дети, как правило, верят учителям. И только много позже некоторые из них осознают, что подобные постулаты введены физиками просто от осознания тупика, куда завели их теории. Рабочая гипотеза предлагаемой модели в данном вопросе не совпадает с официальным мнением ученых. Волна, в нашем понимании, представляет собой локализованный вихревой процесс Впрочем, давайте обо всем по порядку. Итак, у нас есть резонатор. Пусть в нем образуется волновое возмущение среды. Бегущая волна преодолевает расстояние между отражателями и, отразившись как от зеркала, меняет направление на противоположное. При этом на все материальные объекты в данной области начинает воздействовать сразу две волны – прямая и обратная. Результатом сложения двух гармонических колебаний с одинаковой частотой, как нас учит геометрия, будет также гармоническое колебание с той же частотой. Однако в нашем случае вторая волна движется в противоположном направлении, и это важно. И самое главное, обратная волна должна возвращаться в исходную точку в точности с той же фазой, которую она имела в момент начала движения. При таких исходных данных в пространстве резонатора возникает так называемая стоячая волна. Движение результирующей волны как бы останавливается. Остаются только периодические изменения суммарного значения напряженности поля в определяемых длиной волны фиксированных точках пространства, называющихся пучностями. В других точках, называемых узлами, значение суммарной напряженности будет постоянно оставаться нулевым. Важно понимать, что стоячая волна представляет собой макрообъект. Она существует только как результат сложения двух порождающих ее волн, прямой и обратной. При этом обе эти волны как были, так и остаются двумя отдельными сущностями. Однако одновременно они порождают третью, отличную от них сущность – стоячую волну. И если мы говорим о воздействии на материальные объекты в зоне образования стоячей волны, то исходные волны для наших объектов как бы перестают существовать, точнее они переходят в непроявленное состояние. А все влияние на материю будет оказывать только их сумма, то, что называется стоячей волной. Этот момент важен для дальнейшего понимания. Теперь давайте перейдем к свету и выполним резонатор в виде куба. Для упрощения покажем наш куб в разрезе. Возбудим в его пространстве волну и направим ее под углом 45 градусов к верхней грани. Волна испытает 3 отражения и вернется в исходную точку. Цикл замкнется, и если мы выполним резонатор правильно по размерам, то волна вернется к исходной точке в той же самой фазе, что выходила из нее. Тогда в пространстве резонатора возникнет стоячая волна. Однако это будет уже не одномерная, как в прошлом примере, стоячая волна, а стоячая волна в пространстве, хотя и в двух измерениях. То есть наша стоячая волна обрела пространственную траекторию. В результате образовалась новая сущность – макрообъект, характеризуемый длиной кольцевой траектории в резонаторе и, соответственно, частотой повторения этой траектории или частотой вращения. Но нам требуется понять, как формируется стоячая волна в трехмерном пространстве. Надеюсь, предыдущие шаги изложения немного подготовили вас. Обратимся опять к нашей простейшей модели распространяющейся волны. Только теперь двигаться у нас будет не абстрактная точка, как раньше, а вихрь. Пытаясь двигаться линейно в среде, наше вихревое возмущение будет испытывать абсолютно упругое лобовое сопротивление среды. В результате сочетание линейного и вращательного движения с сопротивлением среды
линейная траектория движения станет постепенно испытывать угловое смещение, уводя наш вихрь в сторону от линейной траектории. В качестве аналогии можно сослаться на эффект Магнуса для макрообъектов. Данный характер движения приводит к тому, что через некоторое время, постоянно отклоняясь в сторону от линейной траектории, наш вихрь как бы возвращается в исходную точку. Однако за счет линейной составляющей движения результирующая траектория скручивается в объемную спираль. Один такой оборот, или говоря иначе виток спирали, составляет цикл вращения нашего вихря. То есть теперь у нашего распространяющегося вихря появилась возможность выделить характеризующую его распространение частоту. Это та частота, с которой объект возвращается в одну и ту же угловую точку в процессе скручивания траектории в спираль первого порядка. Наш вихрь совершил один виток спирали. Спираль, как новый макрообъект, точно так же начнет испытывать лобовое сопротивление среды своему линейному движению. И точно так же, как наш первичный вихревой объект, спираль первого порядка будет испытывать скручивание. В результате начнет образовываться виток спирали второго порядка. Как бы спираль, выполненная не из линии, а из спирали. Для завершения одного полного витка спирали второго порядка и образования устойчивого макрообъекта наша спираль первого порядка должна завершить несколько полных своих витков. Условия устойчивости таких макрообъектов мы рассмотрим в следующих лекциях. Получившийся макрообъект будет обладать уже двумя частотами. Первая частота связана с вращением вихря по циклу траектории спирали первого порядка. Эту частоту мы назовем частотой вращения. Вторая частота будет принадлежать циклу вращения по траектории витка спирали второго порядка. Она будет в несколько раз ниже частоты вращения, в зависимости от количества витков, формирующих спираль второго порядка. Данную частоту мы назовем частотой обращения. В вышеизложенном важно понять, что в результате сложного циклического движения первичного вихревого объекта образуется новый макрообъект, который в зависимости от некоторых факторов может быть либо квазистабильным, либо станционарно стабильным долгоживущим образованием. Примерами квазистабильных образований могут служить упомянутые выше дымовые кольца или, как это ни странно, электромагнитные волны. На относительно коротких интервалах эти образования могут сохранять структурную целостность как макрообъекты, но затем, по мере исчерпания запасов инерции вращения, да-да, как ни странно, это просто механика, они теряют структурную целостность и переходят в разряд фонового шума. Условия, необходимые для формирования стационарных макрообъектов, как я уже говорил, мы рассмотрим с вами в следующих лекциях. Подведем итоги. Первое. Все объекты в природе базируются на комбинации волновых процессов и являются результатами их взаимодействий. Второе. Кажущаяся стабильность материального мира обусловлена тем, что основана на явлении стоячих волн, которые выглядят как статический макрообъект, но представляет собой устойчивую пространственную комбинацию нескольких динамических объектов. Третье. Движение волны представляет собой сложный процесс, формирующийся в результате движения по траектории спирали второго и более высоких порядков. И четвертое. Образующийся в результате движения по первым двум уровням иерархии вложенности тороидальный макрообъект обладает двумя частотами – частотой вращения и частотой обращения. В заключение позвольте важное замечание. Хочу предостеречь зрителей от попыток воспринимать излагаемую информацию как нечто подобное описываемое в учебниках. Человеческое мышление базово строится на шаблонах. В школьные и студенческие годы этими свойствами нашего сознания успешно пользуются преподаватели. В результате наше понимание, как ни прискорбно, во многих случаях весьма походит на условный рефлекс, показанный в свое время Павловым. Навык реально преодолеть шаблонирование сознания
требует долгой и кропотливой работы над собой. Попытки привязки детального анализа мелочей в излагаемой нами модели к терминам официальной физической парадигмы ведут прямой дорогой в тупик. Логика требует от нас строгой детализации цепочек, но при отсутствии достаточной базы такая логика теряет границы применимости. Варианта тут два. Либо скатиться на уровень отрицания, Брехня. либо, ни много ни мало, строить иную базу для логики. Приведу пример. В технике есть задача нахождения тождества образа эталону. Это могут быть как сложные электрические сигналы, так и оптические образы. Решается этот вопрос применением корреляторов. В настоящее время в большинстве случаев пытаются применить цифровые корреляторы. В них образ раскладывается на огромное количество составляющих, и затем проводится статистический анализ, какое количество из составляющих эталона и тестируемого образца совпадают. На основании этого принимается решение о степени идентичности образца и эталона. Все строго в рамках линейной человеческой логики. Однако в условиях весьма сложных образов или крайне высоких необходимых скоростей обработки данный подход не реализуем вообще или требует неимоверных вычислительных ресурсов. В большинстве случаев он эффективен только благодаря совершенно невменяемой мощности применяемых вычислительных средств. Однако существует иной тип корреляторов. Примером могут служить оптические голографические корреляторы. В них те же самые задачи решаются легко и элегантно, на много порядков более простыми средствами. В чем же отличие? Отличие в подходе. Один оперирует морем деталей в надежде, что хватит ресурсов, чтобы смочь объять необъятное по определению. Это отлично характеризует тупиковый путь движения сегодняшней науки человечества. Так вот, иной путь оперирует слитными образами, не деля их на детали. Этот путь прост и не требует неимоверных ресурсов. Он сложен только одним – несовместимостью с шаблонами, заложенными в человеческом сознании при обучении. Это можно сравнить со слабо детализированным, зато полностью охватывающим весь объем фракталом. Мы же при изучении лишь добавляем внутренние ветвления, тем самым постепенно усложняя его структуру и внутренние связи. Подумайте над этим. Засим давайте завершим первую лекцию. Будем рады ответить на конструктивные вопросы. Благодарю вас за внимание. Встретимся в следующем ролике. С вами был Фантом.